Всем привет! Напишите мне, видно, слышно меня? Ребенок у меня бегает, я так понимаю, что... А где же все? Все здесь? Надюшка, кого ты ищешь? Так, начать. Все, спасибо. Меня видно и слышно. Начать. Все. Все пошло. Ну что, давайте начнем. Тема сегодняшнего вебинара – факты гордости Oriflame. Согласитесь, что если вы будете знать о фактах, да, которыми, безусловно, можно гордиться за такую историю компании с 50-летним стажем, вы будете гордиться, что вы принадлежите к этой компании, и вы будете иметь очень сильные аргументы о компании, о продукте и о бизнесе, да, когда будете разговаривать и предлагать бизнес любому человеку, будь то знакомому или незнакомому, теплому или холодному. Ну что, поехали? Смотрите, какие масштабы у компании. Компания на рынке уже 50 лет. О чем это говорит? Это говорит о надежности компании, да, об авторитете. Ну, я так считаю, о ценностях. Немногие компании имеют, в принципе, такой большой стаж. Сколько бы кризисов ни произошло, ну, даже за 20 лет существования компании Oriflame в России, сами знаете, сколько кризисов только в России было, да, и компания никуда не исчезла, как это бывает со многими. Она растет, крепнет, процветает, отвечает по своим обязательствам, и я считаю, что это большая гордость. Немного вообще компании проходит даже десятилетний рубеж жизни на рынке, и поэтому, когда люди говорят: иди к нам, да, наша компания там первопроходец, ты будешь первым в нашей новой компании, то это еще огромный вопрос, выживет ли она, эта компания. И вообще, если взять рейтинг компаний сетевого маркетинга, то мы входим в десятку самых крупных. И да, меня не видно и не слышно? Лен меня не видит и не слышит. Лен, ты меня не видишь и не слышишь, наверное, потому что ты зашла как модератор. Напишите ей. Итак, мы входим в десятку самых крупных, и среди этих компаний мы самая молодая и самая быстро растущая компания. Более чем в 60 странах мира имеет представительство компания Oriflame. 7500 сотрудников в компании. Сейчас я прошу прощения. Алло. Я зашла под твоим профилем, ты меня не видишь, поэтому и не слышишь. Ай. Ну я зашла. Все, давай. Ладно. Кто-то еще зашел как модератор, это не Лена Пичугина. Поэтому напишите этому человеку, что нужно выйти и зайти как гость. Спасибо, девчонки. Более 3 миллионов консультантов в мире насчитывается от компании Oriflame. Ежегодный объем продаж компании 1,5 миллиарда евро. В ассортименте продукции представлена, вот здесь вот немножечко, наверное, устаревшая уже информация. Сейчас это около 2000 единиц продукции. Да? Это огромный интернет-магазин. Компания имеет 5 собственных фабрик в Швеции, Польше, Китае, России и Индии. Корпоративные офисы находятся в Швеции и в Швейцарии. Акции компании Oriflame котируются на Стокгольмской бирже. Для любой компании является вообще честью то, что ее акции выходят в свободное обращение. Это, конечно же, свидетельствует о чем? О том, что компания действительно становится популярной, и она способна притягивать инвестиции других людей. Это, ну, сами понимаете, это огромная ответственность заявить о себе в таком вот масштабе. И нашла вот на просторах интернета такую информацию, что рост акций компании Oriflame в 2017 году составил плюс 300%. Представляете? Поэтому, ребят, деньги надо зарабатывать там, где они есть. И я считаю, что это нужно делать в партнерстве с компанией.
Сегодня мы самая крупная европейская косметическая компания на рынке прямых продаж. На большинстве рынков, а это более чем 60 стран мира, да, мы являемся компанией номер один по товарообороту. Но в мире мы находимся в десятке. Но это тоже, я считаю, очень-очень круто. И наша с вами задача, и это является лозунгом компании Oriflame, стать компанией номер один в мире. Привет, Светочка. Дальше. Oriflame является частью процветающей индустрии прямых продаж. Компаний, как я уже говорила, сетевых очень много. И вы... Ой, а я тут, короче, говорю, да? А у меня слайды вообще листаются, напишите. Ага, сейчас, минутку. Почему-то не листаются. Так, поехали. Да, вот, посмотрите. Это то, о чем я уже сказала, проговорила, что мы более 50 лет, 51 год на мировом рынке, из них более 20 лет в России, и 60 стран мира имеют представительство Oriflame, 7,5 тысяч сотрудников компании, более 3 миллионов консультантов по всему миру, 1,5 миллиарда евро ежегодный объем продаж, более 1500 единиц – это ассортимент продукции. Имеют они 5 собственных фабрик в Швеции, Польше, Китае, России и Индии. И котируются на бирже NASDAQ. Вот. Ну, об этом уже, да, проговорила. Компания Oriflame – самая крупная европейская косметическая компания на рынке прямых продаж. Сейчас есть, да, слайды идут? Ну, надеюсь, что идут, потому что почему-то до этого не шли. И это лозунг компании, да, стать компанией номер один на мировом рынке. Дальше. Oriflame является, как уже сказала, частью индустрии прямых продаж. Компаний очень много, спасибо, Даша, компаний очень много сетевых, и вы должны понимать, что главный критерий при выборе компании – это посмотреть, является ли она участником ассоциации прямых продаж. Почему? Потому что вот цель данной ассоциации в том, чтобы индустрия прямых продаж развивалась, чтобы были защищены права потребителей и чтобы были соблюдены этические стандарты ведения бизнеса. То есть вообще компания Oriflame по плану этики очень порядочная. И вы даже, есть этический кодекс компании, вы его можете найти на сайте компании. И как член вот этой вот ассоциации прямых продаж компания Oriflame придерживается в работе всех вот этих вот правил. Поэтому я считаю, что это тоже такая гордость за компанию. Вот у вас на слайде это Роберт Афьокник, он один из братьев, основателей компании Oriflame. И этот мужчина получил почетную премию Всемирной ассоциации прямых продаж. То есть это глобальная, да, торговая ассоциация индустрии, и она в себе объединяет более 60 национальных ассоциаций. Вот. Представляете, да, масштабы? Почетная премия была вручена этому человеку, Роберту Афьокнику, в знак признания вклада в развитие индустрии прямых продаж. Это происходило в Сингапуре, и председатель федерации, которая лично вручала премию, у нее была очень эмоциональная речь, и она подчеркнула, что эта высочайшая награда находит своего победителя раз в 3 года. И вот в 2008 году ее единственным номинантом заслуженно стал сооснователь компании Oriflame Роберт Афьокник. Кто еще не знает этого мужчину? Это Магнус Брэнстром. Вот на том же съезде в Сингапуре было всего 4 спикера. Они выступали и делились опытом. И среди них был вот Магнус Брэнстром, это президент и генеральный директор компании Oriflame. В 2012 году он был избран председателем Европейской ассоциации прямых продаж. Это первый лидер сетевого бизнеса, который дал интервью
BBC, изданию «Ведомости», и также у него брало интервью журнал Forbes. Дальше, в 2016 году Магнус Бренстром получил очень престижную награду на ежегодном чествовании глобального топ-100 компаний Всемирной ассоциации прямых продаж. Да, топ-100. Я сейчас там по-английски, да, это премия Браво называется, ну, там еще какие-то слова есть, не произнесу их. Вот. Но то, что глобальный топ-100 компаний Всемирной ассоциации прямых продаж, это вообще, мне кажется, что это даже для уха человек, который ничего не понимает, звучит очень круто. Каждый год вот эта награда вручается одному из руководителей компании прямых продаж, который в себе воплощает, как они сказали, исключительные лидерские качества, является вдохновителем своей компании, мотивирует свои команды к общей цели, помогает им как можно лучше выполнять их работу, расширяет возможности для людей достигать новых высот. Если кто-то еще не смотрел ни одного выступления с Магнусом, я вам это советую сделать, потому что особенно на мероприятиях масштаба там всяких конгрессов, ну, в общем, на всяких глобальных мероприятиях Oriflame этот человек зарядит вам таким позитивом и энергией, что, ну, я не знаю, вы просто поверите сразу в компанию Oriflame, даже без всяких фактов гордости. И в прошлом году Магнус Бренстром был избран председателем ассоциации прямых продаж и будет занимать эту должность до 2020 года. Да? Ну, сами понимаете, что такое назначение дается не каждому подряд, да, человеку. И вот Магнус Бренстром единственный, которому доверили быть председателем этой ассоциации. Конечно же, об Oriflame пишут книги. Это тоже, я считаю, что большая гордость. Долгое время братья не хотели публичности. Они говорили, что им достаточно, что близкие друзья знают, что ими вообще проделана, какая работа. Вот эта вот книга, она вышла в 2008 году. И братья, я читала вот эту вот информацию, и братья не верили, что эта книжка получит широкое распространение. За ними несколько месяцев автор этой книги ходил и настойчиво просил, уговаривал начать вообще писать эту книгу. Да, Оля, у них большая семья, вот, и об этом тоже можно почитать. Они спрашивали автора этой книги, который уговаривал их начать, а что же мы создали такого вообще, что было бы интересно людям вне Oriflame, да? Те, которые причастны к Oriflame, понятно, что им это будет интересно, а вот что мы этой книгой дадим другим людям. Вот. И автор им ответил на это, что вы создали, что вы показали людям, что есть дух предпринимательства, вы источник вдохновения для каждого, кто хочет стать предпринимателем. И вот история компании, которая в этой книге изложена, позволит понять даже тем, кто с миром бизнеса и с миром предпринимательства не связан, почему некоторым удается поднять свой бизнес и сделать его, а некоторым нет. Потому что вот в этой книге Йонас сказал, что значит для него предпринимательство. Это когда находишь выход, будучи загнанным в угол. Да? Потому что у всех бывают взлеты и падения, и они не исключение. У них также бывали взлеты и падения, но они своим примером показали, что для кого-то падение – это крах всего, да, а для кого-то очередное падение – это время для новых идей, для новых проектов. И вот они в этом все. Вот. Книга эта издана на шведском языке и переведена на английский и русский языки. Вот. Ее она есть в продаже, и ее можно купить, но не на сайте Oriflame, а просто в каких-то книжных магазинах. Братья Афьёкник удостоились медали Королевского патриотического общества Швеции в год 45-летия Oriflame. Они получили эту медаль из рук министра Швеции,
на ежегодной церемонии вручения вот этой вот медали. Эта церемония была посвящена самым выдающимся представителям торговли и страны. И когда вручали, то есть вручали эту награду, министр ответил, что братья создали бьюти-компанию в 1967 году, и сейчас она входит в 5 крупнейших игроков международного косметического рынка, да, в 5. И благодаря тому, что братья не спасовали перед трудностями, благодаря тому, что они были смелыми, благодаря тому, что они были предпринимателями, сегодня, вот на сегодняшний момент, интересной, увлекательной работой обеспечены, как я вот уже там выше говорила, 7,5 тысяч сотрудников Oriflame компании. И более 3,5 консультантов, более 3,5 миллионов консультантов по всему миру сотрудничают с компанией. Компания Oriflame – это единственная сетевая компания, которая признана на королевском уровне. Вот такая компания, которая сотрудничает с королевой, по вашим меркам заслуживает вообще гордости, заслуживает того, чтобы с ней работать. Шведская королевская семья им выражают огромную благодарность. Они потому что внесли очень большой вклад в развитие Международного детского фонда Childhood. Основателем этого фонда является королева Швеции, и она благодарна им, что они помогают детям. В компании Oriflame есть также свой собственный фонд. И каждый консультант, знает, да, те, кто уже работает с компанией, они знают, что средства, которые потратишь им на аксессуар каталога с особой символикой, то есть есть продукт с особой символикой, и за это берется там благотворительность по рублю с каждой позиции. И эти деньги попадают в фонд и затем также возвращаются в тот регион, где была совершена вот эта вот покупка. Да, то есть в рамках вот этой вот работы благотворительного фонда осуществляется акция «Помоги детям». Дети, которые остались без попечения родителей, получают вот эти вот средства. То есть если эти деньги на покупки были потрачены в России, значит они возвращаются в Россию нашим детям. Вернее, детям нашей страны. И главная цель этой акции для компании Oriflame – помочь детям получить образование, которое, как считается, и есть в реальности, является фундаментом всей их благополучной будущей жизни. Вот здесь снова королева Швеции, которая сотрудничает с компанией, и был создан даже легендарный парфюмерный аромат Oriflame Soliden назывался. Он был разработан совместно с королевской четой Швеции, и назван он так в честь королевской резиденции. Компания Oriflame внесла более 10 миллионов крон, которые были выручены с этого парфюмерного продукта, вот как раз в детский фонд, организованный королевой Швеции Сильвией. Еще здесь представлена такая картинка, где королева Швеции Сильвия нанесла визит в научно-исследовательский центр Гелиоса, на базе которого была создана серия Wellness от Oriflame. Дальше вот здесь вот картиночка. Здесь, видите, там вот много очень народу. Это Швеция, это Стокгольм, это городская ратуша, и это Нобель-холл. Что такое Нобель-холл? Это зал, где вручают Нобелевские премии, да, чтобы вы понимали. И вот в 2007 году лучшие лидеры Oriflame были удостоены вот такой вот невероятной чести, и лучшие из лучших были приглашены вот в этот Нобель-холл, в Нобель-холл в Стокгольм для особого поздравления их заслуг. И там присутствовала королева Швеции. Вот в этом зале все это происходило. Сами понимаете, да, какие-то, я вот просто вспоминаю Хорватию, и какие там были ощущения от этого мероприятия, а когда ты находишься в
в Стокгольме, когда тебя чествует королева Швеции, когда ты понимаешь, что причастна к месту, где вручают Нобелевские премии, ну, конечно же, это мероприятие, которое было оглашено там во всех средствах массовой информации. И это все было с компанией Oriflame. Городская ратуша – это одно из красивейших зданий в Стокгольме, считается, даже не в Стокгольме, а в мире. И оно вот не случайно было выбрано именно для вручения Нобелевских премий. Вот на этом мероприятии каждый раз, ну, это такой маленькая такая женская фишечка, которая меня заинтересовала. Каждый раз на вручении вот премии королева должна быть в новом вечернем наряде. Повторяться ей нельзя, ну, вот такие вот у них правила. И после вручения премии эти вот вечерние наряды, они бережно хранятся и являются частью истории королевской семьи Швеции. Да? И то есть компания Oriflame вот в этом вот гардеробе есть платье королевы, которое причастно вот к этому мероприятию. Вот, круто, да? Дальше. Вот здесь вот на картинке вы видите Тамилу Полежаеву. Девчонки-новички, которые еще не знаете эту женщину, наберите в интернете. Тамила Полежаева – это тот человек, ради которой компания Oriflame достраивала лестницу успеха. Она дошла до самой-самой верхней, она получила $1 миллион. Это человек, вот записи, ее сейчас уже нет в живых, но ее дело продолжает ее муж с дочерьми, Владимир Полежаев. И когда я смотрела ролики вообще и видео с ее участием, у меня мурашки бегали по коже. И как ее чествовала компания, это тоже посмотрите видео, это просто феерично. И вот в 2006 году Тамила Полежаева в сопровождении Магнуса Бренстрома и Роберта Афьёкника встречались с королевой Швеции Сильвией в ее резиденции в Стокгольме. И там королева отметила вклад Oriflame и вот всех ее консультантов в дело благотворительности. Она вручила Тамиле Полежаевой благодарственный диплом. Да, то есть лидеры компании Oriflame встречаются, имеют такую честь встретиться с королевой Швеции. Да, то есть, ну, сейчас вот так вот, если положим, то кому из нас, даже самому высокому лидеру, ну, есть возможность встретиться с президентом нашей страны, да? Где мы и где он. На этой картиночке, на этом слайдике вы видите, да-да, вы не ошибаетесь, это Папа Римский. В 2016 году Папа Римский побывал в Эгелиосе, на родине Велнеса, да, то есть посмотрите, ну, понимаете, кто такой Папа Римский? Скажите, пожалуйста, если он сам посетил эту резиденцию, да, не вызвал там кого-то к себе, в свой Ватикан, да, поговорить, обсудить какие-то вопросы, а сам нанес визит, то давайте все-таки подумаем о том, что продукт, который создается в этом месте, в Эгелиосе, какой вообще он имеет значение для человечества и, ну, вообще в частности для каждого человека. Да? И подумайте, тут вот вопрос к тем людям, которые говорят, что Oriflame это не мой уровень. Ну вот после всего вышесказанного, ваш ли это уровень, если руководство и создатели продуктов компании Oriflame встречаются с такими людьми? Вот еще один человек, очень известный. Кто такой Стик Стэн? Это Стик Стэн. Кто такой Стик Стэн? Он известен во всем мире. И если вы с ним еще не знакомы, то слава богу, что вы узнали о компании Oriflame, о линейке Wellness, и теперь вы знаете Стик Стэна. Это человек, который делает операции по пересадке сердца и легких. Он кардиохирург. И он является Нобелевским лауреатом. И это, конечно же, его не все заслуги. Он является создателем нескольких изобретений.
Но вот здесь вот на картинке я представила вам продукты, которые он создал. Это раствор, который предназначен для того, чтобы органы для пересадки хранились 24 часа, а не 2 часа всего. Дальше это компрессионное устройство, которое позволяет хранить сердце вне организма человека несколько часов. И операционный блок, в котором вот все есть для операции, чтобы ее сделать в любой точке мира. Да? Иногда, конечно же, сами понимаете, когда людей перевозят транспортом до того места, где ему возможно сделать пересадку органов, он может и погибнуть. Да? Проще привезти туда это оборудование и сделать на месте, когда все под рукой. Вот. Представляете, да, сколько STIX-10 спас жизни людей и сколько благодаря его изобретениям остались живы. Конечно же, STIX-10 является автором большого количества литературы. Литература это по здоровому питанию, и, как уже сказала, он был номинирован на Нобелевскую премию. Также этот человек является автором тех формул, которые лежат в основе сухих смесей для коктейлей и супов Natural Balance. Он создал вот это вот лечебное питание не для нас, не для того, чтобы нам было вкусненько. Да? Он создавал это питание для своих пациентов. Почему? Потому что, смотрите, люди, которые ждут пересадки органов, иногда они это ждут месяцами, эти органы. И многие не доживают просто. Соответственно, они не питаются обычной пищей, у них диетическое питание, и это жидкое питание. И STIX-10 задался целью, чтобы создать такое питание, в котором было бы все необходимое для полноценного питания человеку, вот такого вот в ожидании пересадки органов. И он вот такое вот питание создал, он создал эту формулу. В этой формуле подобраны комбинации из белков, в которой содержится 28 аминокислот. Вот это вот сочетание вот этих вот аминокислот, оно не может просто так в отдельности. То есть, допустим, если это кусок мяса, это одни аминокислоты, если это горошек, то другие. Вот он создал такую комбинацию, что все эти компоненты дают людям выжить до операции и после операции. Для нас с вами в эту сухую смесь на основе вот формулы STIX-10 были добавлены натуральные порошки со вкусом ванили, клубники и шоколада. Ну, чтобы вот как раз получить тот потрясающий коктейль, тот потрясающий вкус, тот аромат, который вот мы сейчас с вами ценим, да. Ну и, соответственно, вот хочу сказать, что если такой человек сотрудничает с Oriflame, что он создал ту формулу, которую мы с вами сейчас легко можем купить в нашем интернет-магазине. Эта формула поднималась с постели тяжело больных, готовящихся к операции по пересадке сердца и легких. Ну, подумайте, хотите один раз в день пить вот такой коктейльчик, очень вкусный, и получаются все аминокислоты, которые необходимы нашему организму. У компании Oriflame есть собственный центр исследований и разработок в Дублине. Глобальный технический центр – это колыбель косметики Oriflame. Он основан в 2000 году, был направлен на то, чтобы вот все то, что за многие годы компания уже накопила, тот опыт, те знания, чтобы их сохранить, то, что было накоплено, и приумножить вот в этой вот современном оборудованном центре. Вот. Любая баночка, ребята, которую вы можете увидеть на страничках нашего каталога, она обязательно содержит вытяжки и экстракт растений. Хотя бы одного, но содержит. И в центре работает более 100 ученых, ребята, не просто людей, которых наняли, которые закончили там какой-то, не знаю, медицинский институт, ученых, профессоров, технологов. Их тщательно выбирают, да, и чтобы мы получили, делается для того, чтобы мы получили такой продукт, которому равных нету, да, с точки зрения там безопасности, эффективности, и это все подтверждают сертификаты и исследования, которые проводят наши ученые.
Также гордость Oriflame – это институт исследования кожи в Стокгольме во главе с доктором Аленом Мавоном. Здесь создаются крема и другие средства, и все исследования проводятся на клеточном уровне. Поэтому вот из-за такой технологии, изобретения крема, он проходит свою историю от 3 до 10 лет создается кремчик. Представляете, мы пользуемся таким вот продуктом. Ну, конечно же, самое трендовое сейчас направление – это стволовые клетки, и компания Oriflame в этом очень хорошо преуспела. У нас есть люксовая серия Novage, которая, ну, и не только она на стволовых клетках растений основана, да, то есть, что это формулы все запатентованы, на специально выращенных клетках кожи тестируется все это. Никогда компания Oriflame не тестировала свои продукты на животных, никогда, и никогда не будет этого делать. Для тестирования вообще всех этих кремчиков существует группа добровольцев. И вот Лена с Аней нам неоднократно рассказывали, как они видели этих женщин, которые приходят и тестируют эти все крема. Никто не облез за все это время, да, а только получают, наоборот, заявленный эффект. Вся продукция компании обязательно проходит проверку в отделе экспертиз. Поэтому вы, и можете уверить любого покупателя в том, что все то, что заявлено в каталоге, оно реально, запатентовано, все эти бумаги есть на сайте, все патенты, все это вы можете найти в открытом доступе. И если на этикеточке баночки написано, что сокращаются морщины на 85%, то поверьте, так оно и есть, что если кремик 8-часовой защиты действия, то так оно и есть. Вот, поэтому не сомневайтесь, это действительно так. Если сомневаетесь, проверьте. Вот здесь вот на картинке как раз изображен Ален Мавон. Это доктор, директор Центра исследования кожи. Он занимается своей командой прогрессивным направлением по разработке вот этих вот формул на основе стволовых клеток растений. И в 2014 году компания Oriflame была победителем в номинации «Лучшая научная работа в косметологии 2014». Научная работа, ребят. Да? Первое международное место в области косметологических исследований. В 2016 году бренд Novage от компании Oriflame получил премию «Товар года» в номинации «Эффективные средства по уходу за лицом». И компания Oriflame в 2017 году стала лауреатом премии Glamour Best of Beauty. Вот. И переходя вот к этим вот исследованиям и всем тем наградам, которые завоевали, то есть это малая часть того. И вот есть еще такой факт гордости, когда в 2016 году крем Novage Ultimate Lift, это для антивозрастной крем, для тех, кому 40+, он стал частью независимого исследования на заявленным производителем антивозрастной эффект, да, и свойств кремов. То есть компания не боится этого, она дает свои кремушки, они участвуют во всех таких вот исследованиях. Оценка как проводилась? 3 врачами-дерматологами по слепому тесту. То есть участницы теста и врачи, сами косметологи, они не знали, какие продукты проходят испытания. И вот, значит, здесь в исследовании тестировались марки такие, как Oriflame наш, Dior, Estée Lauder и Lancome. Как сказала, уже на заявленный антивозрастной эффект продукция тестировалась. Она вот тестировалась по многим направлениям. Вот тут вот вы видите результаты. И согласно вот этим вот результатам, Novage наш от Oriflame не только не уступил, да, своим свойствам представителям дорогой люксовой косметики. Зайдите в магазин или в интернет-магазин и посмотрите, сколько стоит Dior, сколько стоит Estée Lauder, Lancome и так далее. Но во многом превзошел их, да, существенно выиграл у конкурентов в цене однозначно.
И, конечно же, результаты вот этой экспертизы, когда вот, ну, я помню, что вот это вот исследование, оно гремело, прям вообще гремело в соцсетях. Конечно же, это огромный повод гордости, что крем Novage занял второе место. Да? Минимальнейший отрыв от Dior, который первое место занял, вот это тоже такой вот факт. Ну, у Oriflame, конечно же, мощная производственная база. Один из них построен в России, в Ногинске. Это экологически чистое производство. Мощность этого производства 150 миллионов единиц продукции в год. И вот здесь вот вы видите, что чтобы контролировать это производство, сюда приезжает и топ-менеджмент компании Oriflame, и представители госструктур, и пресса. И все, наверное, уже, кто в Oriflame не первый день, знают Владимира Мигулина, главного технолога завода. И этот мужчина очень искрометный в плане юмора. Я вам рекомендую посмотреть ролики с его участием. Кстати, сегодня в чат Кирочка, по-моему, сбрасывала. Этот человек, участник естественного отбора, программы «Естественный отбор», где тестировалась наша помада Giordani Gold, и она заняла там первое место. В конце передачи он ее просто съел, что сделал и ведущий. Вот. Поэтому наш завод, благодаря качеству, благодаря стандартам, благодаря тому, как вообще завод выглядит и какую продукцию, какого качества он производится, всегда в центре внимания прессы. Ну вот это вот вообще, наверное, это нужно было поместить в самом начале вебинара, потому что вот этот вот аргумент я привожу, ну, когда мне говорят, что Oriflame, ну, это уже это, да, а тем не менее Oriflame занимает третье место по количеству онлайн-заказов после РЖД и Аэрофлота. Ну, то есть как вам? Тут, мне кажется, вообще уже даже ничего дальше говорить не нужно. Вот такой вот еще факт гордости. В 2015 году компания Oriflame стала официальной косметикой проекта «Голос» на Первом канале России. Читала тоже об этом в интернете. Почему именно компания Oriflame? Потому что лозунг компании «Ваши мечты, наше вдохновение» очень импонировала организаторам вот этого проекта. Артисты, которые пришли и хотели исполнить свои мечты, так же, как и люди, которые приходят в компанию Oriflame, тоже хотят воплотить свои мечты в реальность. И компания Oriflame помогла артистам, у которых, конечно же, самое главное – это талант, выглядеть красиво. И вот Алена Терещенко на фотографии, на слайде присутствует. Она помогла создать те образы, которые были вот свойственны каждому участнику. Также Oriflame являлся официальным партнером недели моды в Стокгольме и в Москве. Смотрите, вот на этих мероприятиях для создания стильного и безупречного макияжа использовалась косметика серии The One. Вот там присутствует на слайде визажист Йонас Врамель, и он создавал им образы и макияж вот с помощью как раз The One. И в прессе, в интернете тоже прочитала, писали, что новая серия декоративной косметики от Oriflame отвечает самым высоким требованиям индустрии красоты. Да? То есть это в прессе писали, в прессе, в интернете. И это все про нашу компанию. Ну вот, конечно же, wellness. Вот. Представьте, каждые 5 секунд в мире продается один продукт wellness. И за последний год объем продаж превысил 6 миллионов единиц. Каждые 5 секунд в мире один продукт wellness. Ребята, представляете, насколько люди доверяют компании?
Wellness нашей компании рекомендуют ведущие спортсмены. Можете зайти в интернет и посмотреть, сколько отзывов, сколько интервью от наших ведущих спортсменов даже. Перечислять бесконечно долго. В этом списке присутствуют и наш фигурист Евгений Плющенко, и Ирина Слуцкая, и чемпион мира по гиревому спорту Сергей Руднев. С ним вообще очень интересные ролики. Посмотрите, сколько, в каком количестве он употребляет и для чего продукцию Wellness. Также Oriflame – это официальный поставщик витаминов для хоккейного клуба «Динамо» в Риге. Также сборная Швеции по биатлону ест Wellness. Лилия Подкопаева – абсолютная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. Каролина Возняцки – первая ракетка мира, вот здесь вы ее на слайде видите. В общем, люди с мировым именем рекомендуют в области здорового питания наш Wellness. Ну, конечно же, Wellness Kids. Это просто, я считаю, суперпродукт. В чем его уникальность? Ну, он разработан и производится в Швеции. Он соответствует всем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Он обеспечивает те питательные нутриенты, которые нужны ребенку для здорового роста и развития. И он, конечно же, не содержит никаких искусственных консервантов, красителей, ГМО, ничего этого в нем нет. И он имеет стандарт качества GMP. Помимо всего этого, его рекомендуют ведущие педиатры. Мой опыт с Wellness, с омегой в частности, когда я начала своему ребенку давать омегу, я проконсультировалась со своим педиатром. Она сказала мне, что мы молодцы, что пьем, просто как бы не злоупотребляйте там для своего возраста, пейте свою дозу. Вот. Лерочке даю омега-3 с 8-месячного возраста. Вот она, кстати, у меня тут тоже на слайдике. Пьет с удовольствием она. Ест она мне зеленый суп. Тоже ей очень нравится. Красный не нравится, но он такой островатый. Зеленый кушает. Коктейль пьет. Омегу пьет даже сейчас. То я ей разбавляла со сладеньким с чем-нибудь, там, с сахарочком. Сейчас она пьет и не морщится. Она никогда не морщилась, она его просит сама. Вот. Помимо того, что она пьет у меня жидкую омегу, она еще пытается стырить у меня из пэка капсулы. Вот. И ходит, она еще в течение дня у меня может там пару капсул съесть. Вот. Поэтому это еще тот любитель омеги. Ну и, конечно же, это вот мой опыт. Это я. И это я сначала слева та, которая еще не знала, что такое Wellness, только узнавала об этом. А справа это та, которая с ним была уже дружна 6 месяцев. И я не хочу сказать, что я ела только Wellness один. Конечно же, присутствовали частично физические нагрузки. Ну, знаете, насколько это возможно, насколько отпускал меня муж в фитнес-клуб. И это, конечно же, был выбор по времени. Либо это бассейн, либо это какие-то тренажеры или вообще спорт, да, физический. Ну вот минус 10 килограмм. Сама это как-то незаметно вот для себя обнаружила, когда вот эти вот фотографии просто сопоставила. Такая смотрю, блин, какая я была и какая я стала. Вот. Поэтому с Wellness дружу, всем рекомендую. Девчата, если не верите, как я в свое время очень скептически относилась к этому, разберитесь в этом вопросе. Попробуйте, испытайте на себе. Это лишь малая часть фактов гордости, которые имеют место быть. Их еще очень-очень много. И я думаю, что я сделаю еще один блог, в котором изложу еще часть фактов, которыми мы можем гордиться, работая и принадлежа к компании Oriflame. На этом у меня все. Спасибо, девчонки, все, кто со мной был. Надеюсь, была вам полезна. Вот. Все. Всем пока-пока. Побежали рекрутировать.